Привет, зритель! Я решил сегодня покрафтить камни духа. Я их закупил 155 камней 17 левела, они самые дешевые. Ну и начинаю, сбрасываю вестника и берсерка. Первую партию я прокрафтил, набросил всего лишь 3 дырки, так как на берсерка больше не нужно, больше 3. И ищу 23 и плюс 1. То есть 23 качества меня интересует и плюс 1 качество, то есть осквернение. С 24 камней мне выпало 3 плюс 1 к осквернению камня. Это уже следующая партия. Здесь я отбрасываю 23 камни, то есть 23 качества. И плюс 1 точно то же самое, что я делал до этого. У меня берсерка, то есть 23 качества плюс 1 нет, я его больше прокрафтил, но в итоге я так и ничего не лутанул. Выпало плюс 7, 23 качеству, я использую сферу и плюс 1 к осквернению. Дальше я лутаю винтволк. Я это могу делать, потому что у меня универсальный атрибут, там нужно 157 всего. Я не знаю, Виндволк, что туда нужно, как проверить, сколько нужно камней делать на любой камень. Мы заходим, например, берем 5-й камень, открываем его и ищем наш скилл. Заходя в него, смотрим, что есть. Если есть куча скиллов, то есть берем все. Если есть куча скиллов, которые можно поставить, всегда нужно делать 5 камней. С этой партии я залутал 2 осквернения, всего лишь плюс 1. Дальше я делаю управление зарядами. Также проверяю, сколько нужно, потому что я не особо им играл, не помню. И смотрю. Здесь у нас 1 дух, значит хватит всего лишь 3 камней. То есть на 3 это достаточно будет. То есть 3 дырки делаем, больше не нужно. Здесь мне падает 4 камня плюс 1 и 2 камня 23 качества, я их валю и выпадает плюс 1, то есть осквернение. То есть это максимальный камень хороший. Дальше беру вестника, делаю. Выпадает 3 камня плюс 1, то есть 24 камней. Делаю следующую партию, делаю кастом стихия. У меня закончились 5-е камни, потому что туда точно нужно 5 дырок. Покупаю, крафчу. Ну и мне здесь выпадает 2 камня всего лишь. Ну, я сразу же делаю следующее. И после того, как я выхожу с ящика, на монтаже я увидел вот это вот чудо. Меня что-то сразу же так на этот мем пробило, я не знаю, сейчас увидишь. Короче, я долго очень ржал на это, не знаю. Дальше я вот скачок делаю. Также проверяю, сколько туда надо. Но сразу же говорю, туда нужно 5 дырок. Я луплю 5 дырок. Проверил. Что да, нужно 5 дырок лупить. Луплю 5 дырок. Валю сразу же. Ну и у меня остается плюс 1 только. Был 1.23, видел, я его сломал. Ну и в итоге 155 камней я скрафтил 22 камня. Вот такая вот статистика. Дальше смотрю, сколько будет стоить мне закупка 22 20-х камней. Смотрю, что у меня денег сейчас нету. То есть нужно что-то продавать. Потом через время я увидел, что у меня там 2 хинекоры лежит, одна мне не нужна, думаю, пускай продам ее. Решаю в долгую закупать, подождал некоторое время, она уже пришла. Ну и вот это долгое скидывание, вспоминаю, что есть там лайфхак. Только вспоминаю, как он там делается, чтобы если много у тебя вещей, можно сразу же перекидывать было в ящик.
Вспоминаю, как оно правильно делается. Сначала клацаем на ящик, потом на нее. И мы можем зайти сразу же сюда. И, то есть сбрасывать сразу же в ящик. Это где-то увидел я в китайца какого-то показывал, не помню. Ну и закупаю камни, вижу, что разница небольшая, решаю купить их сразу же. То есть одним кликом 22, не ждать ничего там за меньше. Покупаю. Ну и нудное перестраивание в нуднейшее. Их сейчас продвадцативание. Ой, самое большее я не люблю это. Я не знаю, сколько времени проходит. Это такой геморрой. Постоянный вот это сидеть его. Ну, это, наверное, уже последний. Также я решил поставить себе, я вестник лутанул на 23 качества. У меня один вестник был 20 плюс 1. Я поставил 21 плюс 23. То есть, ну, то, что сделал раньше. А дальше уже через программу проверяю ценник, который... Там всегда 5 дырок пишется, они продают. Но не нужно продавать 5 дырок. Нужно иногда думать головой, можно тут сэкономить. И потом там чуть дальше я покажу, в чем смысл. То есть скидываем это все. Дальше проверяю потрошку, скидываю. Вот эти метовые камни, кастов крит, кастов заморозка, то есть стихийные, они довольно дешевые, потому что их чаще всего крафтят. Нужно крафтить то, что не так популярно, да, оно более дороже стоит. То есть его меньше делают, и в наличии его иногда нет. Ну, а здесь уже мне там спустя час вроде бы купили пару камней. То есть уже там 3 камня, скачок и берсерки показывают, что 3 камня всего лишь и забирают спокойно с 3 камнями. Ну а здесь я хочу немного порассуждать или вообще в каком-то плане. Я парню написал, он срет в чат просто, что сехем, каждый день он срет, высырает, какой-то парень с Твича. Я ему решил написать, говорю, можно или я добавлюсь к тебе в друзьям. Вдруг я там хочу персонажа выкачать, чтобы не бегать, не искать, потому что я не знаю, есть сейчас кто-то бегает, потому что я давно не видел, кроме него, чтобы там кто-то что-то продавал. И как вы думаете, что он мне отписал? А ничего не отписал. 0. Просто 0. Что ты думаешь, если ты на Твиче, ты на золотой унитаз сел или что? Ну, и должна быть какая-то культура. Не знаю, игровая культура. Что ты думаешь, я там сталкерить тебя буду или что? Ну, мне это так не понравилось, не знаю. Когда я проходил схем, простые парни добавлялись мне просто в друзья, потом писали. Да, я там бегал, я задротил в прошлой лиге. И они мне писали после, могу ли я там получить, типа, чтобы ты прошел мне схем. Я говорю, без проблем. Давай я сейчас там через 20 минут. Я полную прохожу. Этот проходит на Темпоралисе. Он покупает последние. Я с ним списывался, если честно, некоторое время назад. Я там расспрашивал у него за что-то. Говорю, ты на Темпоралисе? Он говорит, да. Говорю, за сколько проходишь? Говорит, 2-3 минуты. Ну, то есть он покупает последние, то есть 3-й этаж покупает. И Темпоралисом там быстро проходит. И срет в чат. Он пишет бесплатное, но я понимаю, что он там лутает. Я спрашивал, он лутает курильщицы. Когда я проходил, я буквально там, у меня не было, да, людей, чтобы набрать, потому что я не проходил бесплатно. В прошлой лиге деньги нужны были всем. Здесь, да, понятно, можно и бесплатно поводить. Но один раз я напишу в общий чат схем продажа, меня банило. Я не знаю, я там дошел до 4 часов или сколько, потому что, ну, просто там проходишь в определенное время, людей 0, нету вообще. И сидишь, ждешь, надоедает, пишешь расчат, тебя админ банит, и все, ну, там, очень интересная информация. Из друзей мне сейчас играет 0 человек. Думаю, ну хоть
хоть кто-то будет в чате светиться, чтобы мне не так было, ну не знаю, одиноко. Я уже в интернет выбросил там просьбу о каких-то, не знаю, игровых моментах. Даже тут храм мне он нафиг не сдался. Я и так выфармил мне все, что нужно. Даже, я не знаю, там пройти сахем какой-то, блять, общаться. Ну, какая-то отдача, чтобы была. Ну, а так-то ладно. Дальше там будет немного интереснее. Ну, а вот спустя еще время у меня и берсерк с 2 дырками купили. То есть, видишь, можно здесь подэкономить. И не нужно иногда переплачивать на 5 дырок, потому что они не нужны просто. Ну и решил закупить сразу же следующую партию. 180 штук, потому что, не знаю, они сейчас ходовые, они сейчас легко ходят. Если покупать там 18 они дороже, 19 они еще дороже, 17 то есть они там 1 к 8 я покупал вроде бы на видео. 19 там дороже, а 20 по 20. Ну и возвращаемся к стримеру, уже там 18:40. И что вы думаете, он дальше срет в чат. То есть он видел смс-ку. Если вы думаете, может он вышел, там ничего. Он видел, он и дальше срет в чат.